Здравствуйте! Добро пожаловать на канал About Animals. Крошечная пума по имени Месси родилась в неволе в зоопарке в России, но уже в 3 месяца страдала от различных проблем со здоровьем. Во время пребывания в зоопарке Месси содержался в очень маленьком вольере и недоедал, из-за чего у него развилась мышечная слабость и инфекция мочевыводящих путей. Кроме того, его болезнь не позволяла ему жить в другом зоопарке или приюте для животных, поэтому его планировали усыпить. О болезненном детеныше услышала российская пара Александр и Мария Деметриевы. Поговорив с другими заводчиками ПУМ и узнав все о содержании и уходе за животным, они сделали решительный шаг и обратились в зоопарк с просьбой его усыновить. К их удивлению, зоопарк согласился. Российская пара всегда мечтала завести большую кошку, например, рысь. У нас было 3 дня на размышление о том, морально ли держать такого экзотического питомца и имеет ли вообще здравый смысл иметь его. Но если бы мы его не усыновили, он бы не продержался дольше в зоопарке. Уход за Месси был сложной задачей во многих отношениях, помимо того, что он был диким животным. Коту требовалась дополнительная медицинская помощь и уход. В таком плохом состоянии здоровья, когда пара привезла его домой, что он едва мог ходить. Поначалу Александру было трудно ходить с ним из-за его болезней, но после нескольких месяцев приема витаминов Месси мог ходить и даже немного прыгать. Первоначально пара жила в квартире с одной спальней и делала все возможное, чтобы удовлетворить потребности Месси, например, они даже превратили свою ванну в самый большой в мире кошачий туалет. Но в конце концов они переехали в дом побольше, где Месси было гораздо больше места для передвижения. Вокруг. Независимо от размера, кошки остаются кошками, как и домашние кошки меньшего размера. Месси любит играть с чем-то круглым, но вместо мисок с пряжей он предпочитает предметы покрупнее, такие как арбузы и тыквы. И хотя у него есть всевозможные игрушки, он считает, что нет ничего веселее на свете, чем пластиковая бутылка. Как и любое другое домашнее животное, Месси, как и собаке, требуется много упражнений. Однако, в отличие от собаки, дрессировать этого большого кота было непросто. Пара пыталась найти дрессировщика диких животных, но безуспешно. Но, наконец, они нашли школу дрессировки собак, готовую его тренировать, и теперь Месси выполняет 10 разных команд. После длительного периода реабилитации Месси теперь живет счастливой и здоровой жизнью в любящей семье. Но, как вы можете себе представить, некоторые защитники прав животных и окружающей среды возражают против того, чтобы пара держала экзотическое животное у себя дома и считают, что Месси принадлежит заповеднику или заповеднику. Но Месси умер бы, если бы его усыпили в зоопарке из-за того, что он был слишком болен. Итак, спасение и забота были его единственным шансом на жизнь. Были и такие люди, которые считали, что держать дикое животное в доме слишком опасно, так как рано или поздно оно может напасть на хозяев или кого-то еще. Но Месси чрезвычайно близок к Александру. Я не знаю, связано ли это с мужскими связями или у Александра особая связь с животными, но Месси очень ласков с ним и очень дружелюбен к другим людям. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.